Всем привет, друзья! Очередной влог. Даже не знаю, что-то как-то не было пары дней настроения, не было видосов, какая-то апатия была. Ну да ладно, сейчас прекрасная погода, светит солнце, замечательно. Вон я даже пухан снял свой, сегодня тепло. Поэтому немножко расскажу вам про Корею. Очередной выпуск. Так, ну что, наверное, всем интересно послушать про именно работу. В Корее можно работать как по специальности, чисто теоретически можно, если вы знаете язык. Тут, если вы знаете язык, то ваша работа будет значительно оплачиваемее. Если же вы не знаете язык, то будете работать, так сказать, чернорабочим. Это не так страшно, на самом деле здесь много разных мест, где можно устроиться, не зная вообще языка, в принципе. Все прекрасно понимают, что мало кто знает язык из иностранцев, поэтому берут практически везде. Можете работать на заводе, можете работать на море. Разные ловля там крабов, разных рыб, типа анчоусы или что-то такое. Ну, в общем, морская работа. Оплачивается, ну, хотелось бы больше, но нормально. На русские деньги где-то в пределах 3000 рублей в день ты получаешь. Для россиян, наверное, отдыхать это клево. Когда нет работы, все радуются, да, ну, потому что все на окладах сидят. А здесь же наоборот, здесь оплачивается за каждый твой рабочий день. Поэтому, если люди сюда приезжают работать, они, как правило, заинтересованы, чтобы у них каждый день была работа. Поэтому стараются выбрать ту работу, которая, собственно, ежедневно оплачивается, и работа, соответственно, каждый день тоже предоставляется. Вариант с морями не так уж и плох. Там всегда есть работа, никогда не бывает такого, что работа закончилась или еще что-то. Постоянно есть работа. Но тяжелая работа на морях, тяжело физически, да и выходных вообще нету. Чтобы вы понимали, вы работаете каждый день, ежедневно. Отдых только когда какой-нибудь дождь, сильный дождь или какие-нибудь погодные условия неприемлемые вообще для работы. Скорее всего, это дождь или ветер. Вот. Также можно работать на заводе. На заводах платят побольше. Вы можете получать на заводе где-то около 5-6 тысяч рублей. Также в Корее есть переработки. То есть основной день обычно оплачивается по стандарту, и дополнительные часы оплачиваются в 2 раза дороже. Обычно на заводах такая система работает очень хорошо. Ну и на арбайтах тоже. Там разница довольно ощутимая. Если в день вы можете заработать без переработок 4-5, то с переработкой можно все 6-7 заработать. А это уже ощутимо, перерабатывая всего пару часов. Вон, ребятки, квадрокоптер запускают. Видно? Я не думаю, что видно, ну да ладно. Наверное, еще стоит отметить, что в Корее почти на всех видах работ предоставляется жилье. Питание тоже кормят. Бывает даже 3, бывает 4 раза в день, как повезет. Вот. Но в основном 2 раза в день вас будут кормить. Собственно, этого достаточно. Видно квадрокоптер? Не, он далековато. Еще, друзья, наверное, всем интересно узнать, какие особенности корейского менталитета. Это довольно щепетильные люди, которые привыкли делать все по правилам. У них нету такого понятия, как сделать быстрее, и поэтому у русских и корейцев часто разногласия бывают по поводу работы, потому что нам кажется, что мы можем эту сделать работу быстрее, и оно на самом деле так. А корейцы не заинтересованы сделать это быстрее, пойти домой, они вот привыкли работать по 12 часов. И даже если ты можешь эту работу сделать за, не знаю, за 8 часов, тебя раньше не отпустят, скорее всего, и смысла нет торопиться. Поэтому это тоже довольно важно, когда ты приезжаешь в Корею и не понимаешь вообще людей в первое время, не только язык, камень преткновения, но и, скорее всего, вообще менталитет. Привыкаешь, первое время, конечно, офигеваешь вообще с них. Серьезно, постоянно такое выражение лица, типа фейспалм у тебя на все лицо, типа, что он от меня хочет. Но потом даже начинаешь с этого угорать, как-то привыкаешь, и ничего в этом вообще не вижу. Январь месяц. Даже середины января еще нету. Посмотрите на замечательную погоду. Тепло, вот реально, как у нас по ощущениям 10-15 градусов тепла. Прям вообще. Даже солнце запекает. Я еще заметил, что насекомые до сих пор еще летают. Первая моя такая зима, если ее вообще зимой можно назвать. Снега я так и не видел в этом году. Короче, Сибирь это прям
Такой олдскул, если честно. Так надоело. Хочется волны, серфинг, кокосы, бананы и все такое. Я думаю, что всем хочется. Мне так слепит солнце, ребят, извините, я, может, щурюсь на видео, поэтому как бы сорян. Но как оно есть, как оно есть. В планах съездить в местный Диснейленд. В этом городе есть небольшой парк развлечений, который от города находится где-то в 5-7 километрах, поэтому я думаю, что следующее видео можно будет уже снять там, рассказать, что я там увидел интересного, какие там есть аттракционы и карусели. А я очень люблю аттракционы и карусели, поэтому мы с вами покатаемся, а я вам все это покажу и увидимся в следующем влоге. Я расскажу вам еще больше. Кстати, пиши под этим видео комментарий, что тебе еще хочется узнать о Корее. Я с удовольствием тебе это расскажу. Все, пока.